Переживаем очень сильно. В таких паниках, переживаниях и эмоциях происходит. Моя малышечка не может успокоиться, она все плачет и плачет. Вышли к врачу, у нас сломался зонтик. Купим новые, поменяем. Я говорю, ну они же должны еще бутончики распуститься. Они еще красивые цветочки. Нельзя так выбрасывать цветы просто так, потому что там... Переживаем очень сильно. Сегодня настал тот день, который мы должны сходить к врачу личному Танюшкиному врачу, узнать, что означают эти анализы, которые мы сдавали. Не анализы, извиняюсь, по ответы УЗИ. Все ли в порядке с ребенком, надо узнать. Уже с минуты на минуту дойдем до врача, зайдем, врач скажет, посмотрит результаты, скажет, все ли в порядке. Танюшку еще разочек осмотрит. У нас не заканчиваются эти переживания с нашим ребенком, потому что мы хотим, чтобы все было хорошо. Так как это первый ребенок, мы вообще не понимаем, что происходит, какой этап должен быть следующий или предыдущий. Что много говорю? Нормально. Волнуюсь, извините, друзья, просто волнуюсь, переживаю, поэтому мысли путаются, теряются. Друзья, у меня те же эмоции, естественно, тоже вся на какой-то панике, на мандраже. Сейчас будет полная расшифровка этого нашего УЗИ. Так как вы поняли, прошлый врач нам сказала, все нормально, но она сказала, вы будете у своего врача, как это обычно делается. Ты идешь, даешь где-то в лаборатории, куда тебя направляют, потом иди к своему врачу, он все тебе расскажет. Я всю ночь не спала, переживала, нервничала. Да. Я тоже очень плохо спал. У нас еще всю ночь валил такой сильный дождь. Это неплохо, ничего, просто я это все одно с другим связывала, а потом немножко придремывала, какие-то опять дурные сны мне снились. Я от них просыпалась, там смотрела в окно, чтобы эти все сны забыть. В общем, такой мандраж нехороший. Обычно мы идем на УЗИ с таким большим удовольствием, хотим Масика нашего увидеть, там порадоваться. Опять хотим, опять будем радоваться, но волнение накрывает. Ну да, когда волнуешься и переживаешь, что это чуть по-другому. Короче, я немножко злая, а еще от того, что я не выспалась. Хочу уже побыстрее дойти, побыстрее, чтобы мне сказал врач: Танюшка, Акопчик, все хорошо. Ой, зацепилась. Все хорошо, будьте спокойны, идите домой. И все, зацепилась. Все, ребятки, пожалуйста, поддержите в комментах, поставьте лайк. Мы, естественно, все это будем для вас записывать. Это так всегда еще, и чтобы вы понимали, на каких-то таких паниках, переживаниях и эмоциях происходит, что ты что-то обязательно должен забыть. Вот мы пришли в клинику, все хорошо, мы забыли мою страховку, по которой, естественно, меня обслуживают. Теперь Акопчик побежал домой. Сейчас, я так понимаю, меня будут смотреть без него. Сегодня мы в другом кабинете. Акопчика послала одна администраторша за страховкой. Вторая меня повела в другой кабинет, та, что знает, что я боюсь. Я ничего не понимаю, нервничаю. Она меня тут, короче, на пальцах разобрались. Если бы я еще, конечно, была спокойна, я бы все поняла. В общем, сегодня чуть-чуть тяжелый день для меня. Сегодня вот такую процедурку сделали. Ничего страшного, я сейчас успокоюсь. Просто сейчас я тупо хочу плакать от какой-то, не знаю, нервотрепки. Еще это вторая говорит: пусть муж идет с тобой. Я говорю, муж побежал домой. Ладно, все. Пришел, это чудо тут у меня плачет. Ты что плачешь? Все хорошо, мое счастье. Ой, нельзя, наверное, трогать. Давай, не плачь, все хорошо, я с тобой. Я без тебя ничего не понимаю, никогда не уходи, когда приходишь. Хорошо, все. А ну-ка, спокойно теперь, лежи. На, не плачь. Я с тобой. В общем, моя малышка говорит, доктора она еще не видела. Мы опоздали еще и на минут 30. Но ничего страшного не случится. Сейчас моя любимушка там сидит, такая красивая. А ну-ка, смотрите, какая красотка. Не переживай, все хорошо. Это плановое обследование, видишь? Просто все в одном кабинете. Все, завели меня еще в этот кабинет, я ничего не понимаю.
по поводу этого времени сказать? Вы опоздали. Я же знаю, что вы пришли вовремя. Было бы хорошо, чтобы вы пришли. Короче. Ну, это ничего страшного. Такое тоже бывает. И все будет хорошо. Не волнуйся, я с тобой. Ты моя любимушка. Все, ну-ка не нервничай, все хорошо. Вдох, выдох. Там мы так любимушка. Молодец. Моя малышечка не может успокоиться, она все плачет и плачет. Но я думаю, уже все, хватит, да? Да, все, спокойно. Вот, спасибо тебе. Медсестра спросила, Как ты? что случилось, а я ничего не случилось, просто распереживалась. Просто опять хочу плакать. Да. Ну все, моя малышечка, все хорошо, любимушка. Не переживай, я с тобой. Просто я еще вчера хотела весь день плакать, а ты мне не дал. Сейчас эти слезы летят. Это чтобы слезы не накрывали. А то я подхожу, она у меня плачет. Плачет и плачет, плачет и плачет. Друзья, честно, все хорошо, просто она чуть-чуть распереживалась. Ничего у нас не случилось плохого. Мы, конечно же, переживаем очень сильно, но мы даже врача нашего еще не видели. Просто это мы зашли, ее завели сюда и подключили к этому аппарату. Это сердцебиение ребенка проверяет. Да, моя улыбочка. Ребята, да я хочу показать и ко всему этому, в общем, вы поняли, мы вышли к врачу, у нас сломался зонтик. Ой, вообще какая-то целая катавасия сегодня. Катавасия? Покажи, что с ним? Не знаю, сломался полностью. Ну, надо сейчас дойти до дома. Дождик, видишь, как моросить называется, да? Ай. Зонтик у нас сломался, дождик идет. Хотели как лучше, получилось, ну как получилось. В общем, самое важное, с Танюшкой все хорошо, с ребенком все хорошо. Она чуть-чуть распереживалась, это нехорошо, но доктор посмотрел все вот эти бумажки, которые мы принесли. Он сказал, все окей, не переживайте, не волнуйтесь, с ребенком все хорошо. Основная проблема была то, что ребенок не хотел повернуться лицом, но это ничего страшного. Ребенок просто не хочет. А как хочет ребенок, так и надо иметь в виду. А тут уже появилась моя улыбочка, моя радость, и все, уже не плачет, уже радуется, да? Да, ребятки, я просто реально стрессанула. Это вот так вот все в куче, все в куче. Я сейчас приду домой, как-то дойдем до дома с этим зонтиком. Не знаю как, но как-то... Дойдем. И все расскажешь. И все расскажем, да. Так просто это реально был вот такая эмоция пошла из-за стресса, из-за переживаний, из-за того, что я вчера весь день переживала. Я вчера весь день хотела плакать, но коп не давал. Просто он вот так за мной ходил. У меня были очень жуткие перепады настроения. То я за сгущенку хотела плакать, то я пиво хотела плакать. Короче, все что угодно. У меня было 1000 мыслей. И я вот такая вся была заведенная, я хотела плакать. Но когда он дома, он вот так быстро подходит, обнимает. Не, все хорошо, что ты меня рассмешил, закружил, все, я уже, забыла, да. А тут он ушел, и все, вот это вот, потом эта медсестра зашла, говорит, все нормально, что с тобой? Он ей объясняет, говорит, нет, это просто я отошел, поэтому у нее пошел такой стресс. Ладно, сейчас дома, я даже не помню, если честно, что было на этих эмоциях. Сейчас дома приду, сосредоточусь, все нормально расскажу. Наш зонтик, конечно же, только что склеился, опять скрутился в дульку, там поломались вот этих 4 штучки, 4 цапли. И он вот так вот просто сделался вместе с нами. Идем Танюшку домой. Просто не утро, а я не знаю, что сегодня. Утро, хорошее утро, не надо тут мне придумывать сказки. С нашей маленькой кучерявой девочкой. А может быть и не девочка, и не кучерявый. Там все хорошо. Мы так утром смеялись, я говорю, я точно знаю, что там кучерявенький ребенок. Я не уверена, конечно, кто там, девочка или мальчик. Говорю, ну, скорее всего, это девочка. И у нее вот такие красивые армянские кудри. А как говорит, а вдруг нет?
если ты этого очень хочешь, еще и не получится. Я говорю, я же такая обиделась, я же с утра, знаете, какая была заведенная, вспыльчивая. Я говорю, как это нет? Нет. Ты был кучерявый, мама кучерявая, значит, детка будет кучерявая. Я дома, а Купчик меня привел, пошел по своим делам. Я отдохнула, обдумала все и готова еще раз все это с вами вместе снова пережить. В общем, вы поняли, началось все с того, что чем ближе к походу нашему к врачу, мы, естественно, были на нервах. Вчерашний день я была накрученная, у меня были жуткие перепады настроения, я хотела плакать, мне было все не так, все не то. Ну ладно, вчерашний день пережили. А переживали мы перед походом на УЗИ, потому что там доктор должен был посмотреть наши результаты. Кто не смотрел это видео, посмотрите обязательно, чтобы вы понимали, о чем речь. Видео называется «Неожиданные новости на УЗИ». Оно у нас там пару выпусков ниже. Спуститесь, гляньте. Короче, мы утром вот такие вот все. У меня голова вообще ничего не варит, не шарит. Я вся накрученная, не спала. Ну, там спала что-то, наверное. Короче, спала, потому что сны дурные снились, просыпалась. Психовала от этого, что нервничаю, не сплю и сама себя накручиваю. В итоге утро собрались мы и пошли. Как назло, забыли вот эту страховочную карту. Мы туда приходим, и можно было сказать, наверное, что мы там поднесем потом, или завтра принесем, или на следующий раз, или посмотрите данные в прошлый раз. Но Коп тоже на этих эмоциях, на этих переживаниях, это я так думаю. И он сказал, если очень нужна, я сейчас сбегаю домой, нам от клиники 10 минут пешком. Я сейчас сбегаю домой и принесу. Она, конечно же, говорит, да, нужна. И я вот такие глаза вывалила, типа, в смысле, куда ты уходишь? Ты почему меня оставляешь? А он, конечно, хотел как лучше, я все понимаю. Но я вот так, на такой трясучке вся. И он уходит. Они начинают мне говорить, что вы опоздали на я хочу идти в комнату ожидания, ждать его, и потом вместе с ним все вот эту процедуру проводить. Они мне дают стаканчик идти сдать анализ. Сами понимаете, какой. Я говорю, я еще не хочу, мне надо 5 минут. В общем, я паникую уже, понимаете, я уже нервничаю, потому что он ушел, и я, не в себе, у меня уже все пошло не по плану. Я не то, что там что-то страшное произошло. Просто поймите, беременные женщины, они и так очень такие впечатлительные. Вот я сейчас вспомнила, я сейчас опять хочу плакать. Все, успокойся, успокойся. В общем, потом она говорит, нет, идите в другой кабинет. Я захожу в другой кабинет. Она со мной пытается говорить на английском. Я ничего не понимаю, потому что все, я такая накрученная, я уже просто хочу плакать там. Потом она переходит вообще на немецкий, и я говорю, давайте через переводчик. Она через переводчик мне говорит, что вы опоздали на полчаса. Если бы вы не опоздали, было бы все типа там по-другому, вы бы могли там себе еще посидеть. Я говорю, нет, мы не опоздали, у нас запись на 10:30. Я прекрасно знаю, что муж у меня очень ответственный человек, и мы вообще не любим вот эти опоздания и все такое прочее. Мы пунктуальные, мы всегда приходим заранее. А она говорит, нет, вы опоздали на 30 минут. Типа, вы записаны на 10. И я, не знаю, я не могу с ней спорить, потому что у меня, естественно, нету ни языка, ни настроения, ничего. Я уже просто на нее смотрю и хочу плакать. Но держусь, перед ней я не заплакала. Она мне не обидела, ничего не случилось, просто это вот такое, впечатлилась я очень сильно, как говорится. И я говорю, да, там, извините, хорошо, я вас поняла.
И потом, кстати, когда пришел ОКОП, мы выяснили, у нас все-таки была запись на 10:30, но они прислали письмо, что что запись на 10. Они не написали, что мы перенесли или еще что-то. То есть, короче, это, по сути, наша невнимательность. Мы должны были это письмо перечитать. Тут все в письмах. Тут не так, как у нас там позвонили или смс-ку прислали. Тут письмо присылают на почту, и ты должен это все отслеживать. А мы не отследили, получается. В общем, мне за это вот все обидно. У меня такой комок, что типа я знаю, что мы пришли вовремя, а ты меня тут вычитываешь. Я и так на стрессе, я переживаю за за эти анализы, которые сейчас там скажут. И все вот так в кучу, мне все накопилось. Потом она меня положила, и все. Дальше я вообще ничего не помню, потом ОКОП приходит, говорит. Я так испугался, я захожу, хотя он примчался пулей просто, если честно, он за 10 минут туда и обратно там сгонял, или меньше даже. И, в общем, он говорит, я захожу к тебе, а ты плачешь, говорит, ты что? Я так испугался, что тебе тут делали, что случилось. Я ему говорю, что все хорошо, просто меня обидели. Ой, смешно, конечно. Он говорит, кто я их сейчас тут всех поубиваю? Не поубиваю, говорит, я всех разорву, кто обидел? Я говорю, ты обидел, потому что ты ушел. И медсестра, говорю, потому что сказала, что мы опоздали, а мы не опоздали. Он меня успокоил, дальше все было хорошо. Дальше мы сходили к доктору, все выяснили, все прояснили, все, слава богу. Самое главное, что вот этот наш тютик маленький, это девочка или мальчик, кто там живет, не знаю, это счастье, оно здоровенькое, и с ним все хорошо. Абсолютно никаких переживаний это все не стоило. И это самое главное. Это то, за что... Боже, что со мной? Это то, за что мы так сильно и переживали. Все. Все, сори, мне надо остановиться. Записывать, а то я, наверное, рассказываю и жалею себя, не знаю, не понимаю. Надо идти съесть арбузик мой или персик, порадовать себя и успокоиться. Беременные, не нервничайте. Я и не нервничаю вроде уже, я спокойна. Просто не могу как-то себя взять в руки. И я понимаю, что так нельзя, я понимаю, что вот эти мои состояния, это все для ребеночка нехорошо. Просто вот так. Все, не буду плакать и не буду говорить. Сейчас чем-то займусь полезным, и так будет правильнее. Вы, наверное, думаете, что я какая-то дурочка-снегурочка. А я не дурочка. Просто такие нападения. Не знаю, как это объяснить. В общем, придумала я себе занятие. Решила я реабилитировать свои цветочки, потому что, смотрите, вот некоторые из них начали сохнуть вот здесь вот. Видите, где сама ножка? То есть они еще такие упругенькие, все с ними хорошо, они еще хотят стоять, и они же не распустились. Мне еще жалко их выкинуть. Он говорит, да все, давай эти в мусорку, давай купим новые, поменяем. Я говорю, они же должны еще бутончики распуститься, они еще красивые цветочки. Нельзя так выбрасывать цветы просто так, потому что там надоели. Я их выкупала, там в ванную опустила, все там себе процедурки с ними сделала. Не знаю, посмотрим сейчас, будут они распускаться или нет. Если что, покажу вам в следующей серии уже, наверное. Потому что хочу посмотреть, что там день-два, чтобы прошло. Не распускаются, но стоят, я не знаю, ребята, сколько они уже... Дней, наверное, с 10 точно этим цветам. Просто стоят себе красивые, но начали сушиться. Конечно, они здесь на кухне стояли, я здесь готовлю, может быть, им просто жарко было. Ничего не понимаю. Если знаете, напишите. После очень много слез, истерик, капризов, наконец-то
Эту девочку я вывел погулять, но сейчас стоит, говорит, не хочу ходить. Маленькая наша, или маленькое чудо. В общем, наш ребенок не хочет ходить, собрала тут тучи. Видите, вот когда она хмурится, говорит, тучи не собирай. Сейчас собрала тучи, стоит, говорит, все, наш маленький ворик не хочет ходить. Маманя тоже стоит так уже минут 5. Не хочет, ребята, это не шутки, он не понимает. Я Надо хочу тебе быть гулять дома. чуть-чуть. Пошли на прогулку. Давай, маленькая, маленькими шажочками. Я Молодец, вот начинаю так. ходить, он меня брыкает со всех сторон. Он говорит, мама, иди домой, ложись. Ложись и лежи. И плачь. Сегодня говорит, плачь. Целый день плачь. хватит плакать, слезы, хватит. Ребята, а еще большая Тигр. редкость. В Да, Германии тигр. видеть кота, а еще и 2. Да, а тут 2. Там беременный. Одна беременна или кормящая. Видишь, уже там сисечки висят у нее, так что Это кормящая. тигр. А это красивая такая расцветка у него, ты посмотри. Мне кажется, они домашние. Домашний. Ой, какой ты красивый. Мурзик. Мы, конечно, трогать не будем чужих котов. А если пойдет, то это Ой, не бойся, ты так. Иди. Не пойдет, Не идет, нет. А коты, да, они вообще себе принципиальные. Тут, заметьте, ни котов, ни собак вообще нету. А собаки, ну ни одной мы за полгода не встретили вообще На улицах. Да, ну то есть все на поводках, все со своими собачками. С своими собачками или хозяевами? Ну, Собачки со своими собачками. да, вы Дерево, поняли. смотри, дерево кушает. Ну что-то там ему полезное, что-то он хочет. Красавчик! И, кстати, по поводу прогулок, то, что меня Копчик вытаскивает и заставляет гулять, грубо говоря, заставляет. Я сама понимаю, что... Ой, боже, на мне что-то сидело вот так, я не знаю где. Я вот так сделала, оно прыгнуло, чуть не съела меня только что. Я подумал, змея или что-то Ты такое. смотри за мной. Ой, испугалась. Вот с этой пугливой я живу, понимаете? Каждый мушки боится. Как она тут вообще проживает? Все, я уже 300 раз забыла, что я хотела сказать. Ой, в общем, а Копчик меня вытаскивает гулять. И в комментах вы нам писали, что Танюшка, Не если выходи, не хочешь, сиди дома. не гуляй, лежи, не вставай, делай только то, что хочешь. Ребята, я в принципе так и делаю то, что хочу. И спасибо, что вы так за меня руками и ногами, и так меня поддерживаете. Но я сама понимаю, что гулять надо, ходить надо, двигаться надо. Это же для меня лучше, потому что, ну, даже при тех же родах, представьте, если я всю беременность сейчас пролежу тюленем, ну, я же буду мучиться. Во-первых, я наберу очень сильно вес, и тоже не подумайте, что я так сильно за это переживаю. Тоже, кстати, девочки писали в комментах, что ты так переживаешь. Я не то, что там только за это и думаю. Это не самый важный фактор в моей жизни сейчас на данный момент, поверьте. Но об этом я тоже думаю. Конечно же, я не хочу стать каким-то там мега-слоном, потому что это потом же мне и сбрасывать. Я там стараюсь следить за питанием, я стараюсь более-менее правильно готовить и не очень грешить. Но если я там хочу какую-то конфету, я съедаю. Если я хочу мороженое, я съедаю. 5 конфет. И 5 съедаю, честно говорю. Съедаю, конечно, как же. Но вся моя семейка, женщины я имею в виду, у нас такие упитанные, очень красивые, видные девочки, можно так сказать. Статусные такие, да. И, ну, надо себя держать в руках просто для того, чтобы, опять же, потом было легче. А так, все, что нужно малышику, поверьте, я даю. Я им столько всего, что просто я не голодаю, однозначно. И сладкое ем, и горькое ем, и какое я хочу, такое я ем. Горькое? А что ты горькое последнее ела? Ну, горькое это так называется, типа там, еду горькую. Все кушает, да? Вы понимаете, к чему это все ведет? Все кушаю, все, что хочу, все ем. Молодец.
И, кстати, сегодня подбиваем итоги. После планового осмотра, я же каждый раз там давление проверяют мне, вес, тудам-сюдам. Я набрала за этот последний месяц 300 грамм. А Копчик говорит, что это очень-очень хорошо. Я тоже считаю, что это очень хорошо. Хотя по себе я вижу, что я, нормально я уже набрала. Нормально. Нормально так, по-братски я уже себя вижу. А Коп говорит, что нет, ничего я нигде так особо не поправилась. Просто, Только видимо, животик. Да, но животик мой растет. Пузик растет, передает всем привет и говорит: мама, кушай и лежи. Что ты там обнаружила у себя? Расскажи зрителям, пусть они знают. Очень интересные новости. Не надо говорить. Надо, давай. Будут все обращать внимание и будут потом говорить, что я кривая. Не надо. Давай, говори. Ребята, сейчас мы снимали, и я пришла домой, села, пересмотрела. Пришла к выводу. Пришла к выводу, я это давно замечала о себе. У меня, короче, кусочек один... Перестань смеяться с меня. Одна половина вот это рота или рта Рота. отличается от другой. Вот я сейчас, я тебе говорю, Да. вот это другая, все, я вижу себя в зеркале. Когда я с улыбкой, тогда не видно, а когда без улыбки... Я уже понимаю, да, аж до чего кукушка уже отходит, уже рот не такой, уже все не так. Вообще-то, если вот по правде сказать, у всех людей правое полушарие от левой отличается. Они не бывают просто симметричные. Никогда такого не бывает. Так что это нормальное явление, то, что у тебя рот там чуть-чуть, правая сторона от левой отличается. У тебя все хорошо, Но не у меня волнуйся. конкретно, понимаешь? А не конкретно, у меня у тебя всё конкретно хорошо. отличается. Ребята, если вы это видите, пожалуйста, напишите. Я же вижу, я же не слепандя, я не придумала это. Ребята, я с этим живу. Напишите в комментариях слова поддержки. Мне этого не хватает. Очень не хватает. Все, друзья, на этом сегодняшний наш эфир заканчиваем. Вы были на канале Сириканян Family. Это моя женушка Танюшка. Это муж Танюшка Кукушка. Я Коп. Все, увидимся, друзья. Пока-пока. Пока.